Всем привет, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня приготовим слоеный пирог с нежным кремом. Будет вкусно. Давайте скорее начнем. 220 мл теплого молока, не горячего, смешиваем с сухими дрожжами. Оставляем на 10 минут, чтобы дрожжи активировать. Далее разбиваем одно яйцо, добавляем соль. Также сюда можете добавить сахар, чтобы получить сладкое тесто. Понемногу подсыпаем муку. Замешиваем тесто. Всего муки понадобилось 400 граммов, чтобы получить не липкое тесто, но при этом мягкое. Лишнюю муку лучше убирайте. Кладем тесто в миску, накрываем, оставляем буквально на 20-30 минут. В миску разбиваем одно яйцо, добавляем 200 граммов сахара, 15 граммов ванильного сахара и 40 граммов кукурузного крахмала. Размешиваем, постепенно вливая 400 мл горячего молока. В итоге крем у нас получится нужной густоты и не будет растекаться в готовой выпечке. Ставим всю смесь на плиту и завариваем, постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело к низу. Крем густеет достаточно быстро. Перекладываем его в миску, даем остыть, периодически помешивая, а затем просто накрывая пленкой вплотную. За это время тесто станет мягче и немного подрастет. Теперь его слегка обминаем. Делим на две части. Одна получилась немного больше другой, но так даже лучше. Далее раскатываем каждую часть в пласт. Сверху обильно смазываем мягким, нерастопленным сливочным маслом. Сворачиваем тесто в рулет. Здесь важно все-таки использовать сливочное масло, которое не успело растаять. Немного подкатаем и свернем улиткой. Тесто кладем на тарелку, накрываем, убираем в холодильник на 1-1,5 часа. Тесто уже остыло. Берем сначала кусочек, тот который немного меньше. Подсыпаем муку, раскатываем аккуратно до диаметра примерно 26-28 сантиметров. Все в принципе зависит от выбранной вами формы. У меня форма 24 сантиметра.
Раскатываем с запасом на бортики. Остывший крем хорошо взбиваем миксером. Только посмотрите, какой он получается густой. На вкус нежный. Поверх теста распределяем остывший крем равномерно и опускаем края бортиков. Также быстро раскатываем вторую улитку. Кстати, если используете также разъемную форму, и она неплотно закрывается, то лучше ее поставить на дополнительный лист, либо обернуть полностью сверху фольгой. Иначе масло при выпечке может протекать и просто будет гореть на дне духовки. Накрываем этим кругом начинку, а края подворачиваем под нижний пласт теста. Желток смешиваем с небольшим количеством растительного масла. Смазываем пирог сверху. Также обязательно накалываем вилкой, чтобы выходил лишний пар. Выпекаем египетский пирог фетыр в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов около 35-40 минут. Снимаем форму, убираем пергамент и обязательно хорошо остудим. Давайте же скорее посмотрим, что получилось. Нежный, в меру сладкий крем, который не течет и отлично сочетается с несладким слоеным вкусным тестом. Советую приготовить. Если видео было для вас интересно, ставьте нравится. Обязательно делитесь рецептом с друзьями. Жду ваши комментарии. На этом сегодня все. Пока!